Итак, Кость, приветствую. Привет, Егор. Да, для зрителей мы находимся в Екатеринбурге на базе Ханы Воли Парк, который находится в Комсомоле. Полный адрес и всю информацию сможете найти в описании. Этим видео мы запускаем рубрику «Как стать волейболистом». Повторно ее, так сказать, возобновляем. И с помощью профессиональных волейболистов я хотел бы рассказать вам о разных волейбольных элементах. В данном случае Константин у нас является профессиональным связующим, тренером. И сегодня мы пройдем по базовым элементам волейбола, которые есть. И начнем мы с подачи. Давай для тех, кто нас смотрит, расскажем вообще, с чего начинается у нас подача. Ну, как многие думают, подача заключается непосредственно в самом ударе по мячу. Но я люблю говорить о том, что подача – это на 60% подброс и на 40% удар. То есть без хорошего подброса не будет хорошей подачи. Поэтому, собственно, первые упражнения, которые мы с тобой начнем делать, будут направлены именно на подброс. Хороший подброс – это хорошо подготовленная подача. Хорошо подготовленная подача увеличивает вероятность, как минимум, плохого приема для соперника, сложной организации атаки. Да. Как максимум это наборочка. В принципе, согласен. Если ты себе закидываешь вперед или назад, уже полноценно это будет скорее ввод мяча в игру, как ты говорил, чем усложнение приема. Собственно, встаем перед лицевой линией, да? Поработаем с тобой немножко на подброс. Подбрасывать мы с тобой можем мяч как одной рукой, так и двумя руками. Сейчас лицевая линия нам нужна для того, чтобы выброшенный нами мяч приземлялся перед ней. То есть мы сейчас немножко не говорим о том, что мы не можем заступать за лицевую линию, как при подаче, да? Это такой для нас ориентир. Поработаем, допустим, подброс двумя руками. Наша с тобой задача выбросить мяч вперед-вверх перед собой и дать ему упасть на пол так, чтобы он приземлился за лицевой линией. Да? То есть мы сейчас фиксируем точку ударную наверху перед собой, чтобы мяч не падал мне на голову, чтобы мяч не падал за меня. Просто выбрасываем мяч, выпускаем его перед собой. Выбрасываем, выпускаем его перед собой. То есть не на голову, не на себя, за лицевую линию. Вперед, за лицевую линию. Далеко-то. То есть максимально близко впереди стоящей ноги. Даже через впереди стоящую ногу. То же самое можно потом попробовать поделать одной рукой. То есть большая ошибка начинающих волейболистов, когда они выполняют подброс на себя, зажимают спину и все свои мысли направляют только на то, как бы просто мяч через сетку перебить, не включая спину, не включая полностью плечо. Либо, наоборот, скручивают пальцами, либо туда, то есть, получается, делают движение, либо туда. Как правило, они делают лишнее движение плечом на себя. Либо Хорошо, тогда как одной рукой удобнее себе подбрасывать? То есть рука должна быть выпрямлена, согнута, кисть. Меня тренер в детстве учил: максимально прямая рука, мячик лежит в ямке на ладони, да, чтобы как раз-таки минимизировать работу кисти и работа плечом вперед-вверх. Получается, основной подброс идет с плеча. Да, кисть у нас практически не включается в работу, если мы не говорим о подкрутке. Да, о том подбросе, когда мы себе немножко его подкручиваем. Даже сейчас я подбросил, и ты видел, да, он приземлился на меня. То есть это как бы уже вторая степень сложности подброса, когда ты его себе немножечко подкручиваешь. Собственно, затем по подбросу следующее упражнение, если мы подаем в прыжке, если мы подаем планер, можно отойти на один шаг назад, добавить подброс вместе с одним шагом наскока. Подброс, наскок. Мячик также должен приземлиться передо мной. Подброс. Вот этот явно был плохой подброс, мне будет очень неудобно с него подавать. То есть ловить не обязательно, чтобы он передо мной оставался? Не то, что не обязательно, как раз-таки не надо его ловить, потому что каждая ловля мяча может спрятать за собой неудачный подброс. Нужно дать ему упасть, проверить полную траекторию полета мяча. Небольшое пояснение сделаю. Я сейчас делаю все на левую руку, то есть не свойственную для меня, для того, чтобы показать, насколько сложно новичку делать то, чего он никогда не делал. Я делаю наоборот. Да, тогда тебе и шаги, соответственно, нужно поменять. Конечно. Наскок на левую, доставляем правую. Собственно, к ударному движению. Момент номер раз. Это та конструкция, которой мы бьем по мячу. Это широко раскрытая кисть. Это напряженная кисть таким образом, что, по крайней мере, я для себя такую шпаргалку у других тренеров
подсмотрел, да, все тренера друг у друга подсматривают что-то, все лучшее применяют. Зачем изобретать велосипед, когда велосипеды уже давно ездят? Короче, у одного из тренеров подсмотрел и подслушал такую историю, что для такого умеренного напряжения в кисти нужно напрячь мизинец и указательный палец. То есть не напрягать саму ладонь, не напрягать целиком кисть. Развести пальцы. Да, развести пальцы, да, и постараться напрячь указательный палец и мизинец. Создать такое умеренное напряжение, чтобы у нас в основании кисти получилась такая, как я люблю ее называть, сковородка. Такая хорошая сковородка, которой можно ударить по мячу так, что он, собственно, отскочит. При хорошем напряжении у нас такой хороший шлепок, который, собственно, слышен всегда, да, при хорошем напряжении, при хорошем правильном попадании по мячу. Это то, чем мы должны ударить по мячу. Собственно, начнем мы опять с подброса, с подачи с места. Мячик также у нас в левой руке перед собой. В детстве также всех учат ударную руку готовить сразу же. Это отведенное правое плечо назад, локоть, который согнут на угол 90 градусов и смотрит также назад. Да? Я всегда привожу пример, как будто бы у нас заряжен лук. Левая рука спереди, правая рука сзади. Все, вот мы лук зарядили, сковородку нашу наверх подняли, ладошка смотрит в сторону, локоть смотрит назад. Далее, из этого положения нужно, собственно, выполнить тот самый правильный подброс, о котором мы с тобой говорили. Этот подброс должен быть вперед, перед собой, ни в коем случае не на себя. Если подброс будет выполняться на себя, рука ударная совершит неполное движение, да, неполную амплитуду, и не факт, что мы сможем мяч в необходимую нам зону направить. Поэтому подброс вертикально вверх или даже чуть-чуть вперед, потому что всегда можно отойти от лицевой линии чуть-чуть подальше, Чтобы иметь возможность иметь возможность дошагнуть к мячу и с помощью этого шага даже получить дополнительную инерцию, дополнительную силу для нашей подачи. Собственно, ударная точка у нас с тобой находится наверху перед собой. Если мы левую руку поднимем под углом 45 градусов от нашего пола, то на уровне нашей кисти окажется то самое место, где мы с тобой хотим очень сильно мячик ударить. Да? Место соприкосновения с мячом у нас с тобой находится здесь. Попробуем. Но тоже надо понимать, ты показываешь начальный уровень, а уже какой-то базой владеешь, и ты все равно перестраиваешься. То есть я, допустим, не могу ударить по некрученному мячу, потому что привык так делать. По некрученному? Да, ну то есть я себе его подкручиваю, у меня привычка. Просто. А вот именно сложненькие такие, как бы простые для начинающих, но сложные для меня, потому что я давно этого не делал. Ну что, и можно точно так же, собственно, с подброса и с одного шага выполнить нашу подачу. Подними локоть, выведи кисть на ту линию, в которой ты уже будешь бить мяч. Да. То есть он, по сути, двигается не снизу вверх, а по прямой прямо, сразу? да. То есть и на уровне обучения для новичков, для детей всегда рекомендуют руку готовить сразу же, чтобы она выполняла минимум движений перед ударом. Если посмотреть на женскую суперлигу, то многие из них, девчонки, как чуть более дисциплинированные, чем парни, да, многие из них выходят на подачу, сразу же ставят руку и уже с подготовленной рукой выходят. Куча фотографий как раз. Выходят, выполняют подачу. За мужиками ты такого не увидишь. Мужики лет в 15-16, я думаю, начинают это все дело отметать. Хотя для выполнения хорошего, четкого, направленного планера это очень хорошая таблетка. Все-таки планер — это девчонки. Ну да, планер — это более женская подача. Если говорить о профессиональном волейболе. Я сейчас начинаю понимать с теми проблемы, с которыми сталкиваются любители, потому что я правая, у меня рука рабочая, я без проблем понимаю движение, а вот левой нет. И, следовательно, для любителя то же самое. Так как у него нет механики, он не понимает, как, что, куда, как лопатка поворачивается. То есть я вот сейчас чувствую самый большой дискомфорт в спине и в лопатке. То есть я понял, что ты от меня требуешь. Понятно, что мне надо еще непривычно для себя постановку сделать. То есть я сейчас где-то должен напряжение в ладони. Сразу, кстати, забыл. И оп. Казалось бы, да? Повыше чуть-чуть подбросить. Вроде все просто, но настолько это... Стой. Опять, посмотри. Да. Подготовь ее сразу же. Так, почувствуй себя в форме уралочки. Я должен сделать шаг этой ногой, значит, здесь я должен сделать какой-то шаг некоторый. Хорошо. Вот сейчас хорошая точка ударная была. Давай так же тогда, да. Мяч в одной руке, правая готова.
Где-то тут, да? Напрягаем. Ну, это у меня, конечно, совсем простая. Ударить по мячу мы ударили, через сетку мяч у нас перелетел, но со временем этого становится мало. Очень хочется, чтобы мяч перелетал через сетку в конкретном направлении слабого принимающего, либо там кучи игроков, которые там... Укороченные. Да, укороченные и так далее. После контакта с мячом мы должны еще мгновение, 2-3, не знаю, что это такое, что за единица измерения мгновение, да, но вот стоит для себя понять, мгновение 2-3 еще прожить с мячом. То есть ударили мяч, направили мяч, сопроводили мяч. Контролируемо. в общем. Да. Плохой подброс, выполненный на себя, не даст нам хорошо, полностью правильно сопроводить мяч. Да, потому что будем думать только о том, как бы нам его отсюда вытянуть. Хорошо выполненный подброс дает нам возможность вести руку за мячом, направлять его, сопровождать и быть более уверенным в том, что мяч полетит туда, куда нам нужно. Поэтому, еще раз, да, мгновение 2-3 после мяча прожить и зафиксировать руку после выполнения подачи. То есть всегда лучше к мячу немножко потянуться вперед. Всегда к нему можно полшага еще сделать. Выбрось его прям перед собой и первым делом брось к нему туда плечо через спину. Да, вот это длинное такое движение. Угу. Здорово. Ну, чуть-чуть не попал. Раскрой немножко свою сковородку. А, пошире. Ну, я прямо так ударил. Получается маленько. Опять на себя. Опять на себя. На себя, в смысле, недостаточно На, вперед? на себя подбросил. Да, вот я говорю, с кадра сбоку, я думаю, это будет видно. Я понял. Не, я по Пойдем. спине даже понимаю, да. А? По спине Да, понимаю. да. То есть сразу сжимается спина, и вот это длинное движение, которое должно быть у нас длинным, становится куда более коротким. Также в направлении мяча нам поможет не только вот это длинное движение телом, рукой, а также короткое движение кистью. Да? При всем при этом мы с тобой не должны терять жесткость нашей кисти в момент удара и после удара, да, она должна быть достаточно жесткая, чтобы вот этот небольшой поворот, там буквально на несколько градусов Поменял его траекторию обеспечил, да, нам слет необходимый на 2-3, а то и, собственно, если мы подаем от правой боковой линии к левой боковой линии, то, собственно, на все 9 метров. Угу. Если мы говорим про планирующую подачу, то никакого закрытия кисти быть не должно. Это как раз-таки вот небольшой поворот влево, вправо. Я на такие случаи люблю для своих ребят Минимум точку рисовать на мяче. вот, накладывать, так скажем, на мяч циферблат часов. Угу. Да, и сразу ребятам становится проще о том, что, ну вот, допустим, подаем мы с тобой из 6-й зоны, если я хочу мяч прижать к боковой линии в зоне номер 5, то я попадаю где-то по 9, ну, по 9 часам это слишком, по 10. Да, то есть, чтобы вниз. Да, то есть все-таки он должен в первую очередь лететь сверху вниз, а потом уже вот это свое боковое направление принимать. Да, то есть удар чуть-чуть со смещением, также достаточно жесткой кистью, и также обязательно мы мячик сопровождаем. О, вообще идеально. По поводу планирующего эффекта, да, то есть эффект планирующий эффект у подачи вот этого планера, флота, кто его как называет, добивается за счет резкого попадания вот этой нашей жесткой как раз-таки конструкции. Резкое попадание и остановка руки в этот момент. Не провожаемо? Многие рекомендуют не провожать мяч, а именно остановить. Я, честно говоря, очень редко этим пользуюсь. Вот, то есть прям вот этой остановкой, так как для меня куда важнее все-таки мяч прежде всего направить, а там уж, если я попаду по нему хорошо, если моя сковородка будет достаточно жесткая, то мяч будет планировать, никуда он не денется, а вот это отдавать как бы на откуп мячу, попадет он, не попадет, но зато он будет планировать, я как-то к этому не особо привык, поэтому я фокусирую свое внимание на именно резком, жестком попадании, хорошо подготовленной кистью. А вот как бы многие даже... Анатолий Александрович Сосунов, тренер, который сейчас тренирует «Локомотив Изумруд», мне с ним удалось поработать в училище Олимпийского резерва, и он как раз-таки учил нас даже при подаче немножко руку отдергивать. Сколько ни пытался я на себя это наложить, применить, не получилось.
планер, но не попал пальцем. Низко ты его ударил. Мгм. То есть смотри, во время удара попробуй даже немножко потянуться туда к нему и на носочки встать, и спинку немножко к нему вытянуть, потому что я напомню, что да, перед нами сетка 2.43. Да, то есть нам как минимум эти 2.43 хочется перебить. Снять надо и с выше чем или? более высокой точки мы это сделаем, тем более короткая траектория полета мяча будет, тем больше сложности она доставит сопернику. Опять на себя немножко. На себя, в смысле, тянулся? Не, подбросил. Я вот стою сбоку, так же, как стоит камера, и мне хорошо виден твой подброс. Потом на видео это можно будет посмотреть. Опять, да? Или нет? А? Тоже опять На короткий? себя, да. То есть вот, ты понимаешь, начинаешь немножко из-под мяча выходить корпусом. Вот здесь, да. То есть точка ударная, она перед твоим корпусом, вот здесь. То есть я, видимо, встаю на жесткую, прям с пятки. А ты когда подаешь, у тебя какая постановка ног? Левый. Момент отталкивания? Нет, я имею в виду, ты стоишь, тянешься к мячу на носках или ты с пяток стоишь? С носков поднимаешь. А я с пятки. Вот, видимо, поэтому. Потому что поэтому я не тянусь, я стою на пятке. Ага. И Так мне вот ты неудобно. стоишь, так вот ты стоишь на пятке. Почему? Я почему Потому что мяч на тебе. И вот ты стоишь твердо под ним. Если мяч будет перед тобой. Я встану, перекачусь. Да. Вот, видишь, тоже особенность. Да, какая-то. такой тонкий момент, Видимо, я который привык к открыли этому. для себя. Я, видимо, к этому привык. Ну, плюс-минус, да, но не планер. Еще повыше. Ну, потому что я пытаюсь тянуться, видишь, у меня, говорю, моя механика подачи другая, мне сейчас надо тоже же понять. Это как левой рукой научиться. Ну да. Я же говорю, я привык вообще вот так его подавать. Вот. Переучиваться всегда Да. сложнее, чем Либо учиться. научиться чему-то новому. Да. Ладно, когда база есть, потому что моя, говорю, подача, она вот какая. Я стою ровно, я подбрасываю закрученный и просто этой же рукой снимаю. То есть у меня вот она. То есть у меня вот такая. Мне ее удобно, я к ней привык. И она Понятно. противоречит тому, что надо сделать на планере. Но Ну, научиться интересно. Та поэтому- работа, на которую мы с тобой посвятили буквально там минуту-полторы по подбросу, по идее, По сути, важнее. 10-15 минут. Ты просто берешь мяч и начинаешь себе подбрасывать. 10-15 минут, пока у тебя из 20 подбросов 20 не будут висеть хорошо вертикально перед собой. Да, я вот даже, кстати, знаешь, что сейчас для себя заметил? Мы сейчас в самом начале, я пытался делать все на левую руку, но понимаю, что простые элементы еще можно делать. И если я вот так встаю, у меня это плечо сзади, я подбрасываю неравномерно, как если я встаю наоборот, и подбрасываю, как я привык. Он передо мной остается. Ну да. То есть да. я, получается, всего лишь меняю плечи местами, и для меня уже он, ну сейчас нормально, но для меня непривычно его подбрасывать перед собой, то есть у меня, видимо, есть доминирующее плечо какое-то. Я 100%. как-то кидаю неудобно, видишь, он даже закрутился вот так. Ага. Так что да, это Ну, действительно... больше это надо прям внимания, больше вот. концентрации вот к мелким деталям. Прям нужно. отработки, да. То есть это прям надо отработать. Да. Ну, как и 10-15 минут стоять, подбрасывать, давать ему падать и наслаждаться этим. То есть смотри, у тебя вот этот подброс идет на себя, потому что не успев мяч выпустить из рук, ты начинаешь их готовить к удару. То есть ты еще не успел его полноценно выпустить, а руки уже идут на себя, потому что ты их готовишь к удару. Сначала выпуск мяча, потом уже отведение, подготовка к удару. Ну, то есть, по сути, наверное, тогда проще делать не с шага, а с места для начала. начать. Конечно, для начала с места, да. То есть вообще просто встать, Выпуск. подбросить и Вот видишь, да? опять назад закинуть. Да, опять назад, потому что во время подброса уже начинаешь руки переносить в удар. Сначала полностью хорошо выпусти, подбрось его, вот, подбросить его чуть-чуть повыше, опять на себя. То есть у себя в голове раздели вот эти два действия, это действие на два. Подброс, даже Потом на три. удар. Подброс, подготовка, удар. То есть между подбросом и подготовкой должен быть какой-то промежуток времени. Нужно ли договариваться со своими игроками? Безусловно, нужно. Безусловно, вся команда, которая находится на площадке, должна понимать, откуда ты подаешь. Чтобы закрывать заслон. Для начала, ставить. откуда ты подаешь, что ты подаешь, в кого ты подаешь, да? Условно, из первой зоны подаю планер, подаю по линии, да? Потому что, исходя из... подача – это первый ход, как в шахматах, да? В зависимости от того, как мы сходим первой своей пешкой, так и дальше будет развиваться игра. Поэтому, безусловно, да, команда знает, откуда мы подаем, какую подачу подаем, в кого мы подаем. Ну, и в идеале, это там на тайм-аутах перед играми или там на подготовке к играх обговаривается,
Ну, то есть, что мы хотим добиться этой подачи? Либо мы, Выбитая подача. либо мы выбиваем этого Выбитый человека из атаки, да, там заставляем его переместиться. Условно, стоит у нас доигровщик в 5-й зоне, мы заставляем его делать один шаг вправо для приема, чтобы он уже не так быстро успел в атаку, да, то есть тем самым мы либо полностью выключаем его из атаки, и наши блокирующие уже могут думать о том, как работать, как работать на блоке с троечником или с игроком второй зоны. Либо же, если он нападает, то вероятнее всего после этого он будет нападать не такую быструю передачу, и у нас также будет чуть больше времени на подготовку блок защиты. Угу. Поэтому коммуникация в команде очень важна. И в тот момент, когда все технические аспекты подачи отработаны до совершенства, как раз-таки уже и входит в роль тактика. Тактика, коммуникация и стратегия для победы. Ну, из такого, из любительского еще могу дополнить, что очень часто надо страховать того, кто подает, потому что очень часто ты подал и стоишь, ждешь. Если там лосем приняли... Или Зонку да, то есть большинство любителей все-таки остается после подачи там, где ровно мяч ввели в игру. Это на самом деле не только подачи касается. Большинство любителей, выполнив действия с мячом, их переполняют, видимо, невероятные какие-то эмоции успеха, в которых они купаются, наслаждаются и забывают о том, что волейбол...